Понятно, что я офицер, меня там сразу будут там, вплоть до тюрьмы там что-то угрожать мне. И пытаюсь еще больше сейчас вот вывести, спасти, чтобы они реально вышли оттуда. Умирали от голода на позиции? Да. Меня хотели примаранить свои же. А два украинских бойца вас прикрывали собой? Верное решение, что я вот сдался именно к вам, что я сохранил себе жизнь и жизнь своим товарищам, которые вышли со мной. Друзі, важлива подія під Харковом. Російський командир роти, лейтенант з Санкт-Петербургу, вивів рештки своєї роти з позиції і добровільно вони здались у полон воїнам 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Російський батальйон був практично повністю знищений за кілька місяців у боях, і рештки солдат 7-го мотострілецького полку обрали життя. І вивів їх до українських позицій їх командир, який доклав багатьох зусиль, щоб врятувати життя тих 5 солдат, які залишились від його батальйону. Отже, інтерв'ю з єдиним вижившим російським командиром роти. Меня зовут Болграбский Владислав Иванович, 19 ноября 96 года рождения. Состою на должности командира роты 7-го полка, 7-го мотострелкового полка, 1-го батальона 3-й штурмовой роты в звании лейтенант, позывной «Мираж». Я вот даже сейчас просто улыбаюсь от того, что мне действительно комфортно и хорошо, то что я с ребятами мы вышли довольно хорошо, быстро, безопасно. Правда, я не очень безопасно выходил, потому что действительно меня вот прям хотели, чтобы я не дошел до вас, видимо. Вот, и либо чтобы там я много не говорил или что, не знаю, но не суть, это все важно. Скажите, почему вы пошли воевать против Украины? Прям сказать, что воевать я не собирался, потому что я пытался подписать контракт минимальный на год, и меня просто, так сказать, смотивировало это единственное, то есть именно, так сказать, заманчивое для меня было, это денежные всякие выплаты и компенсации, и вообще пособия, потому что так как я проживал в Санкт-Петербурге, то есть от города, так сказать, от региона за подписание только полагалось там 500 000 рублей. Плюс за ранение тоже 500 000 рублей. Это чисто регион платил, губернатор сам. Плюс сами президентские там 200 000. И обещали в течение каждого месяца по 200 000. Грубо минимум платить. Вот. И я думал, что этот год пройдет очень быстро, никаких особо там ничего такого не будет, все будет быстренько, все слажено, быстро соберу, накоплю денег и разберусь со своими проблемами, и будет хотя бы первоначально какие-то деньги там на дом, семью и все такое. Какого числа вы зашли на позицию и какие здесь шли боевые действия? 8-9, получается, 7 месяца. Так. Сколько людей было на позиции на момент того, когда вы зашли? До момента того, как я зашел, на позициях было достаточно много людей. Я думаю, именно если только брать мою роту, моя рота была больше, наверное, не больше, но человек 70-75 было точно. Так, а были еще другие роты? Да, вторая рота была до 50 с чем-то человек. Потом где-то здесь еще на Берлине базировался 2-й и 3-й батальон, но по численности немножко не скажу, но 2-й батальон где-то тоже до 30-40 человек было здесь спокойно, плюс 3-й батальон человек, наверное, тоже
20-30, наверное, тоже здесь были. И плюс те самые вешки, зетки, там, разведка, которые формировали здесь в самом начале, когда были, я думаю, тоже там до 20-30 человек было. То есть несколько сот человек было на позиции Берлин. Да, это было еще с лета. А сколько осталось сейчас на позиции Берлин, когда вы сдавались в плен? Сейчас именно от 1-го и 2-го батальона на позиции Берлин, после того, как сдался я и 5 человек со мной, от 2 батальонов осталось 19 человек. 19 человек? Да, от 2 батальонов 19 человек. И никому не разрешают отходить? То есть вы все, кто заходите, вы все тут остаетесь? Да, совершенно верно, потому что вот от 1-го батальона осталось 18 человек, и один человек остался со 2-го батальона. Один, командир роты. Ему сказали, если ты выйдешь отсюда с Берлина, на тебя все повесят. Тоже все повесят. Сдача именно позиций, потеря личного состава, оружия, боеприпасов, там бла-бла-бла. И то есть нашли, так сказать, человека, на кого можно что-то повесить. От целого 2-го батальона на позиции один командир роты, солдат у него нет вообще? Нету вообще. Один а человек. Что же он там делает? Какие он доклады? Он просто сидит в норе, пытается выжить в этом лесу. Все. А как его зовут? Позывной Зен. Поэтому я вот именно принял решение, чтобы сдаться, чтобы просто выжить, чтобы увидеть возможности когда-нибудь свою еще семью, своего ребенка, но просто я останусь живой и оставлю жить еще ребят. Поэтому вот мы приняли такое решение и просто пришли к вам. Все. Что вас подтолкнуло к тому, чтобы принять решение и сдаться в плен? Ну, я бы сказал, такое решение еще обдумывалось очень давно. То есть у меня, когда закончился контракт, мне сказали, есть поправки какие-то в законодательстве или там еще где-то, что приняли такой закон о частичной вот этой какой-то мобилизации, то, что теперь невозможно. То есть если ты подписал контракт, то есть тебе невозможно после его окончания уволиться, потому что тебе именно надо дождаться, либо если ты будешь 200, то есть дождаться, пока ты будешь 200. Да. Ну, то есть, как ты можешь отсюда с войны якобы покинуть? Либо в качестве мешка вот 200, либо тяжелым 300, после чего ты не можешь участвовать вообще ни в чем. То есть руки, ноги потерять, там еще что-то. То есть быть тяжелым, чтобы не быть годным к военной именно ни к чему. Я вот это вот всю вот эти ругани, все это бредятину, все эти приказы дебильные, как меня оскорблял, именно унижал мой командир меня. Что он мне говорил, как он, с каким тоном со мной разговаривал. Как зовут вашего командира батальона? Командир батальона, позывной Ржев, зовут Рустам. По фамилии, говорю, там что-то на Р, Рахми, что-то там, я немножко не выговорю. Вот некоторые люди, которые вышли со мной, то есть они, доверились мне и вышли со мной и остались живы. А те, кто остались, они боятся, что с этой стороны может что-то случиться, и боятся идти в ту сторону, потому что он их там может просто сгрызть, гнобить, и либо там пристрелить, там закопать. Я просто не знаю, что может случиться реально, потому что у меня, всякое в голове происходит, потому что, люди, кто пропадали, кто вот именно 500, кто уходил, якобы там они выходили с позиции, назад они ко мне особо не возвращались, потому что и мне не говорили, где они, потому что мне говорили, либо он 200, он шел в поднос, и он погиб. Но это как-то тоже странно, там вот, что там с ним могло произойти, так вот,
очень странно. Он не мог так просто там что-то сделать там и просто погибнуть. Тем более он отсюда вышел с какого, грубо говоря, там горячей точки, и там где-то подальше он мог погибнуть. Это нереально. А этот комбат Ржев, он такой, что и расстрелять может. Ну, я, конечно, не могу утверждать, но предположение есть, что, ну, просто мало ли, ну, слухи слухами, но лично не видел, не хочу, как говорится, не пойман, не вор. Просто мне вот личное, даже, ну, ребята слышали, что он говорил. Он сказал то, что отсюда, с Берлина, я не выйду, я останусь здесь. То есть, неважно, кто, что сюда будет, кто заходить, еще что-то. Он сказал, что, типа, отсюда, с Берлина, я не выйду. Это прям его были слова. Потом он, когда я получил ранение, он сказал, что меня поменяет, ну, будет погода, меня поменяет. У него просто какое-то непонятное состояние, он вроде бы то понимает, то не понимает. То есть он то добрый, то плохой. Вот. И потом, буквально вот до сдачи в плен, за 2-3 дня он мне дает задачу, чтобы я поставил туда людей, вот в тот район, 2 людей. Я говорю, как это сделать, если там нету укрытий? А он говорит, меня это не волнует, ставь туда людей. Прямо сейчас, прям вот сейчас нужно поставить. И начинает повышать на меня голос, кричать, еще что-то. Я говорю, я понял, принял информацию. Все, я принял. Я начинаю звонить людям, доводить, вам нужно двигаться туда, пробовать, окопаться, закопаться. На пустом месте? Ну, там не пустое, там разбитые, но нужно найти, окопаться, сделать что-то. Понимаю, что это тяжело. Такая задача. Либо вы это делаете, либо мы все вместе идем это делаем, потому что от нас не отстанут. Люди вроде бы и хотят, но они боятся очень сильно, и все хотят жить. Почему он должен со своей норки сейчас идти куда-то, что-то там делать? Вот. Прошел день, ничего не вышло. На следующий день комбат мне опять выходит на меня, говорит, что там с моей задачей. Я говорю, ну, вчера не получилось, сегодня сейчас с раннего утра мониторят погоду, мониторят небо и будут двигаться, состыковываться и что-то делать. Все, я принял, жду. Проходит там полчаса, час, опять звонит. Короче, каждые 15, 20, там, 30 минут он мне выходит на связь, спрашивает, что там, что там, что там. Я говорю, ничего не изменилось, ну, болото, грязное небо, мы не можем выйти, не можем пройти, потому что даже пройти 50-100 метров, извините меня, там по лесу, хоть он и лес, якобы, ну, Берлин лес, ну, птицы висят очень много, и они видят движение в любом случае. И он спрашивает, что там, что там. Я говорю, грязное небо, не можем пока двигаться, ждем погоду, ждем, смотрим. И он сказал, если сегодня они туда не садятся, садишься туда ты. А то, что я раненый, лежу, я встать не могу, и я лежу уже месяц. Я даже, ну как это вообще работает, как это, что понимать. Ну и при этом еще он добавлял туда такие всякие ругани, плохие слова там вот. И ребята все это слышали, наблюдали, и они знают, как он разговаривает, и как он меня, многие знают, как он именно меня оскорблял, унижал, чего, кого, вот, ну, все слышали. Но просто у меня вот именно все это было крайне, то есть я понимал, что если я и приказ не выполню, я как бы, ну, подставляю там командование свое, еще что-то, но при этом я понимаю, что я и жить хочу, и что я там ничто не смогу сделать. И вот я принял для себя одно важное альтернативное, я уже это понял, что верное решение, что я вот сдался именно к вам, что я сохранил себе жизнь и жизнь своим товарищам, которые вышли со мной. Какие были бытовые условия у вас на позиции? Вот вы сколько месяцев, получается, давайте посчитаем, непрерывно находились там в земле? Без непрерывно, давайте посчитаем. Сейчас. Восемь точно месяцев. 8 месяцев непрерывно? Да. На одной позиции? Нет, позиции пришлось поменять 3.
Ну, это все вы не выходили с фронта. Ну, Вот не выходил из фронта, но при этом поменял две точки дислокации. Просто первая была именно позиция, она была более теплая, потому что делал ее сам, там с накатами, с вещами, все там все было. Так. С грелками, с кружками, с тарелками, там было более-менее. Вторая позиция. Что стало с этой позицией? Ну, со временем ее уже уничтожило. Просто когда я стал командиром роты, меня переселили в другое место, то есть КМП, оно было ниже, а там, где я был, там была именно позиция. Так. Вот, поэтому я, попав на КМП, там, конечно, тоже мало что было, но что-то у ребят было, тоже был вроде бы накат более-менее. После этого тоже разобрала считаю, получаю, после декабря, после Нового года разобрала КМП, и получается я начал жить уже просто, грубо, в земле, в норке. А вы сколько месяцев, получается, не мылись? Ну вот как я с дома выехал, как я последний раз летом в ванне лежал 24-го года. Все. Да. И единственное, вот прям вчера получается, да, у вас умылся, хотя бы лицо, чуть-чуть себя в порядок привел. Про одежду, вещи, там, элементарную гигиену, там, трусы, носки я вообще молчу и тоже не хочу говорить, когда я их последний раз менял, потому что, ну, это и смешно, конечно, но как есть, так есть, то есть, вот, ну. Форма, что на мне, такая выдавалась каждому человеку, но она идет, как я бы сказал, не Диме даже сезонная, она больше летний вариант, дождевой, то есть она от дождя немножко спасает, но при этом она, можете даже сами посмотреть, она, ну, просто очень тонкая, на ней ничего нет, то есть это просто как дождевик. Вот, это выдавалось каждому человеку, вот, и получается в октябре зимняя одежда заходили бушлаты, то есть также пиксельные, зеленые, заходили бушлаты, каждому, да, они по очереди заходили, но заходили. Каждому заходило на каждого человека, было бушлаты, потом шапки, перчатки, и на этом все. Какие потери были у вас на позиции? Что вы видели? Потери были большие, позиций потеряно очень много, но приказы поступали от командования восстанавливать позиции именно в этой же позиции, которой нету, которая разобрала, которая, ну, просто нету. Была поставлена задача именно от командования там окопаться, закопаться и, ну, находиться там, чтобы не терять участок, промежуток, фланг, чтобы не открывать еще что-то. Но при этом не было людей и не было возможности, сил, не было ничего. И, ну, потерь позиций было при мне очень много. Никаких откатов, никого не выводили. 2 батальона вот как были, вот так вы до сих пор, осталось 19. И эвакуация не приезжает, не приходят врачи, там, медики? Эвакуация не приезжает. Медик только один, медик ротный, то есть он в составе роты, медик. Медик раньше, да, он всегда оказывал помощь, он всегда оказывает помощь. Но сейчас, в последние вот эти месяцы, то есть с ноября, то есть после того, как начались штурмовые действия именно на Берлине, когда начал разбирать позиции, медик уже не передвигался вообще никуда. И к медику никто не передвигался, потому что это невозможно было сделать. Все происходит только со сбросом дронов, медикаментов, уколов, шприцов, бинтов, там, всяких жгутов. Много сбрасывают вам каждый день посылок? Я бы не сильно это сказал, в зависимости от сколько людей находится на какой точке. Ну вот, к примеру, на нашей точке находилось 3 человека, и нам скидывали от 3 до якобы 5 посылок, но мы находили всего
2 либо 3 посылки. Из них это одна вода и одна, например, железная, то есть, ну, железка. То есть это тушенка, в ней пюре, чтобы заварить его, чай, там пару пакетов, потом сухое горючее, все завернутое там скотчем и в мешке. То есть вот такой небольшой сверточек, который падает, но при этом вода на нас троих 1,05. Поразительно. Которая, она еще немножко подминается и может, не, воздух, не знаю, спускается, ну, скорее всего спускается, потому что бутылка подмятая, смотанная скотчем, смотанная опять же мешком и опять же смотанная скотчем. Вот. И эту бутылку, когда надуваешь, то есть там даже не 0,5 все выходит, а чуть меньше 0,5. Это получается меньше по 150 грамм в сутки на человека. То есть это даже не заварить тебе элементарно этот же чай, который тебе же скидывают. Не заварить тебе это пюре, которое тебе же скидывают. И ну, ты 150 грамм ты не выпьешь, ты сделаешь вот так губы, промочишь или сделаешь глоток, и это все. А это тебе надо сутки прожить еще, чтобы тебе дождаться следующего дня, чтобы тебе следующий день еще что-то скинули. Те, кто немножко постарше, у кого там что-то либо хроническое, либо тяжелое, перенесенное, то есть те люди просто погибали. То есть они не выживали, просто вот он вот раз и все. Он перестает есть, пить, все. Проходит день, все просто. Умирали от голода на позиции? Да. Такое тоже бывало. Я говорю, мы только дошли до вас спокойно, мирно, ну, сдаваться, и дойдя до даже первых 2 ваших точек, там, ну, я даже элементарно больше поел, чем за неделю. И вот эти последние, говорю, вообще 3-4 месяца, это вообще очень, очень тяжелые были. Мы уже давно хотели оттуда все выйти. И меня, как командира роты, понятно, что я офицер, меня там сразу будут там вплоть до тюрьмы там что-то угрожать мне, но я просто хотел отсюда всех людей забрать и просто отсюда выйти. Но возможностей все боятся, потому что контроль неба ваш очень силен, поэтому ну, все боятся вообще выходить куда-то, боятся. Поэтому, не знаю, я вот что смог, я вот 6 человек с собой вот забрал. Я вот 6-й. Я прочувствовал это, попав к вам только-только, сдавшись. То, что ну, меня хотели прибаранить свои же. Если бы не ваши, говорю, 2, вот, которые на Трампе, я к ним пришел. Если бы не они 2, но они были в бронях, в касках, я-то вот как есть пришел, без всего, с рукой раненой своей. И если бы не они свои, ну, с собой меня чуть не прикрывали, меня бы тоже там добило. Потому что сбросы прям были по ним, прям по ихней точке, и они прям, ну, видимо, поняли, что я там или что, и начали закидывать просто. Не хотели, чтобы вы забрали. Потрясающая история. То есть вас, ваши товарищи, операторы дрона, увидели, что вы были в окопе с 2 украинскими бойцами и начали закидывать гранатами. Ну да, там, не знаю, воги, гранаты, ну что-то, потому что вспышки были очень яркие, и осколки летели, пробивали эту пленку, там, крышу. А 2 украинских бойца вас прикрывали собой? Ну да, ну они сначала держали меня, конечно, на контроле, боялись, но я при этом сказал, что я не буду ни глупить, ничего. Вот, но когда начались по нам сбросы, тут они просто начали меня просто закрывать хотя бы броней своей и сами закрывались, хотя бы что-то, потому что я просто вот как есть, голый, без всего. Даже без шапки в этот момент был. Расскажите, пожалуйста, а что у вас за ранение? Это было тоже Баба-Яга, получается, скидывала так называемые морковки, снаряды, которые на гранатомет вставляется, стреляется. Скидывала она их 4. Первые 2 они пробили крышу, грубо говоря, на 3-й сброс, и в голове, и чуть-чуть началась там паника, возможно. И я привстал в полный рост и начал закрывать лицо.
И третья, вот морковка и осколки насквозь пробили руку. А четвертая уже, ну, упал и, ну, вроде бы не зацепило, но зацепило еще чуть-чуть лопатку, ребро, но ребра вроде бы нормально, и с лопатки уже там сами они вышли осколки, так как они маленькие были. А получается, рука, то, что насквозь пробитая, она уже, дырки все затянулись, 3 дня истекал кровью, вообще очень страшно. Просто был вообще прям бледный-бледный, думал, что все. Чтобы я передал к своим, кто остался именно у меня там, то что, ребята, вы, если думаете, что это страшно, там, если вы боитесь, что с вами что-то сделают, никто с вами ничего делать не будет. Вам наоборот проведут, сделают вам окошко, вас выведут в безопасное место, вас накормят, напоят. Я говорю, я в первый день, когда оказался у ваших на позициях, то есть на самом же Берлине, я попробовал много чего интересного, вкусного. Я ел паштет, крекеры, там, чай, кофе, мне дали еду, ел картофель с овощами, с чем-то. Мне дали колбасы, мне дали сладкого, мне дали воды не в таком 0,5 количестве, объеме. Мне даже не говорили, оставь мне, или там, куда ты пьешь, нам еще тут сидеть. Там. Просто я выпил, наверное, за сутки, наверное, 3-4 полторашки, наверное, просто. Но это очень много воды. Вот. Поэтому что хочу сказать своим, кто остался. Мой позывной еще раз «Мираж». Я знаю, если вы меня там услышите, узнаете, не бойтесь, пожалуйста, выходить. Вы просто побойтесь реально того, что могут сделать наоборот наши с вами. Поэтому лучше мое мнение, и я думаю, будет ваше тоже очень хорошее мнение, то что, ну, сдайтесь лучше добровольно, выйдите. Потому что если вы не сможете, выйдете, вы также здесь и останетесь, просто действительно сгниете, и все, про вас все забудут, где вы, что вы, в какой вы норке, там, потому что нету ни у кого информации толком, где вы, что вы и как вы. Поэтому лучше спокойно, без глупости, без всего, там, спокойно сдайтесь, выйдите, и хотя бы будете жить, вас накормят, напоят, оденут, помоют, просто даже в порядок приведут, сигарет дадут. И я говорю, потом обменяют, и будете с родными, близкими. Все будет нормально, хорошо. Ну, до сих пор не верится, что вот именно несмотря на то, что ну, неизвестно, что там дальше там будет, что принял такое решение, людей спас. И пытаюсь еще больше сейчас вот вывести, спасти, чтобы они реально вышли оттуда.